Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись. Заходите на главной странице, раздел плейлисты, выбирайте необходимый вам плейлист и смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. Отдельный привет и слова благодарности своей группе поддержки, своим постоянным зрителям, своим подписчикам. Спасибо вам большое, огромнейшее за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, да, новички, кто еще не знает, смотрите, это получается, называются ниточки Yarnart Super Perle. Это получается у нас стопроцентный акрил. Очень классные ниточки. В 100 граммах 400 метров. И даже, видите, такая интересная текстурка, все время говорю. Очень приятно вязать ими. Итак, цвет, сразу, чтобы не забыть, 622. Такой ярко-оранжевый. Здесь нам советует производитель, берите крючок номер 3. Мы берем крючок номер 3. Вот наш крючок, рабочая лошадка. Сразу же уточню цвет данных ниточек. Такие вот нежно-мятные. 841, кому очень будет интересно. Итак, я показываю узорчик из 3 цветов. Вы можете вязать из одного цвета, из 2, из 3, из 4, из 5, как угодно. Да? Вы можете использовать любые ниточки. От тонкого хлопка, да, чтобы использовать в летнем варианте. Да, маечки, топики, данный узорчик, вплоть до полиэфирного шнура. Чтобы использовать в вязании ковра, например. Да? Полипропиленовый шнур. Это что у нас? Сумочки, да, например, и так далее. Ну что, свяжем? Так, решила я взять вот с такой вот оранжевой ниточки, начать узорчик. Кто-то на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек, да? У нас сегодня, получается, образец нашего узорчика будет равен 8 петелькам. И мы с вами, получается, наберем дополнительно еще к нашим раппортам 5 петелек, чтобы красивый узорчик закончился. В общем, итого я буду набирать 45 воздушных петелек. Вы можете повторять за мной, можете, естественно, сделать по-своему. Итак, вначале мы сделали петельку фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь я набираю 45 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Вот будущий образец. Теперь я делаю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываю от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ныряю вот в эту 5-ю петельку. Ввожу крючок, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 и 2. Это столбик с накидом. В следующую петельку опять нырнула. Точно так же вытянула ниточку. 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Еще в следующую петельку точно так же столбик с накидом. И еще. У нас итого получилось 5 столбиков с накидом. Смотрите, вот эти первые 3 петельки подъема — это имитация столбика. То есть мы считаем эти 3 петельки как столбик с накидом. Итого 1, 2, 3, 4, 5. Как только сделали 5 столбиков с накидом, делаем воздушную петельку и накид. Далее пропускаем в цепочке 1 петельку и в следующую петельку вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Есть. У нас получилось вот такое вот маленькое окошечко. Далее опять воздушная петелька и пропускаем в цепочке в нашей тоже 1 петельку. И в следующую петельку провязываем столбик с накидом. Вот у нас получилось как бы таких вот 2 окошечка. Далее после 2 окошечек, да, вот мы провязали столбик с накидом. Это получается вот наши вот эти вот 5 столбиков сейчас будет. То есть мы первый провязали. Теперь провязываем 2 столбик с накидом. Далее 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. И 5 столбик с накидом. Вот наши первые 5 столбиков, как они были в самом начале. Вот они готовы. После 5 столбиков у нас идут 2 окошечка. Еще раз. Воздушная петелька, накид. Петельку в цепочке мы пропускаем 1, да, и в следующую петельку мы провязываем столбик с накидом. Опять воздушная петелька.
пропускаем петельку в цепочке и следующую петельку столбик с накидом. То есть получается наш раппорт узорчика равняется 5 столбиков, 2 окошечка. 5 столбиков, 2 окошечка. Понятно, да? И вот так вот до конца ряда давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мой первый ряд готов. Видите, 5 столбиков окошечки, 5 столбиков окошечки. Я довязала практически до конца. У меня остался последний столбик. Раз, два, три, четыре, пятый. Так. И я хочу здесь присоединить новую ниточку, новый цвет. Вы можете присоединять, можете нет, но мне будет просто удобнее объяснить вам на узоре. Я сделаю контрастную ниточку. Итак, смотрите, как будем присоединять новый цвет. Накид. Вводим крючок, то есть мы также провязываем наш столбик с накидом, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, и 2 петельки на крючке я оставляю. То есть здесь принцип какой? 2 петельки последние мы провязываем новым цветом. Неважно, в дальнейшем, в будущем у вас будет столбик с накидом, без накида, с двумя, с тремя накидами. Именно 2 последние петельки провяжите новым цветом. Оп, видите? Ряд, получается, заканчивается еще оранжевой ниточкой, но в процессе вязания уже есть белая. Идем далее. По узорчику мне необходимо сделать 3 воздушные петельки подъема. Да? Вот воздушная петелька. И здесь я хочу, например, показать вам, как можно спрятать вот эту вот ниточку. Смотрите, я сделала одну петельку. Далее я ниточку слева направо вот таким образом делаю крест-накрест. Так, провязываю вторую петельку. Далее опять ниточку вот эту вот, да, мой кончик прячу справа налево, делаю перед рабочей ниточкой. Опять воздушную петельку. И получается в процессе, да, вот в этом, когда 3 воздушные петельки я делала, я как раз запутывала ниточку, и она у меня зафиксировалась. Понятно? То есть потом я ее просто отрежу. Идем далее. Поворот. Это получается 3 воздушные петельки, имитация первого столбика. Здесь над столбиком я должна буду провязать именно столбики с накидом. Первый у меня уже есть. Над вторым провязываю второй столбик с накидом. Над третьим провязываю третий столбик с накидом. Над четвертым провязываю четвертый столбик с накидом. И над пятым провязываю пятый столбик с накидом. Вот. То есть над столбиками столбики. Как только я 5 столбиков провязала, я делаю 8 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь моя задача вернуться к самому первому столбику оранжевого ряда. Понятно? Вот. В основание даже первого столбика. То есть не к верхушке, а именно к основанию. Смотрите, как я это делаю. Я удобно разворачиваю для себя вязание. Вот, да? Развернула. И присоединяюсь к основанию самого-самого первого столбика. И делаю соединительную петельку. То есть вытянула так вот ниточку. И провязала петельку раз. И сразу же через петельку на крючке 2. Воздушная петелька, поворот. Теперь я все свои 8 воздушных петелек, которые я только что провязала, должна буду вернуться обратно, да, вот сюда, начало, и провязывать их столбиками без накида. Вы можете провязывать столбиками с накидом, с полустолбиками и так далее, то есть как вам будет удобнее и красиво. Итак, в первую петельку ввела крючок, вытащила ниточку, провязываю 2 петельки вместе. Раз, в следующую петельку, точно так же. 2, в следующую петельку, точно так же. 3, в следующую петельку, 4, в следующую петельку, 5, в следующую петельку, 6, в следующую петельку, 7 и в самую последнюю петельку нырнула и провязала 8. Все, вот мои 8 воздушных петелек я провязала. Теперь я делаю опять воздушную петельку. Видите, вот мое вязание. Вот моя сторона. Воздушная петелька. И я сделала воздушную петельку. Там, где у меня был столбик с накидом. Так, смотрите, что делаю. Накид. И заныриваю, получается, за столбик вот таким вот образом. Столбик у меня, получается, перед крючком. Вытягиваю ниточку. И смотрите, как провязываю. Вначале одну петельку, затем 2, 2. Это называется рельефный лицевой столбик с накидом. А так по-особенному мы его провязали, потому что мы его немножко удлинили. Видите? Он как бы немножко спустился, мы его удлинили. Опять воздушная петелька, потому что здесь у нас тоже окошечко воздушная петелька. Дальше идут у нас 5 столбиков с накидом. И мы их провязываем как 5 столбиков с накидом. Сейчас покажу, что получается. Раз, 2, 3,
4, 5. Вот. По итогу у нас получается вот такая вот картина. Видите? То есть у нас как бы такой вот аргагулька получилась. Угу. Давайте еще раз повторим. Итак, после 5 столбиков мы делаем 8 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И вот мы должны вернуться к нашему самому первому столбику, то есть на ряд ниже опуститься, именно к оранжевому. Удобно для себя поворачиваем. Вот, нырнули в основание столбика, вытянули ниточку и сразу же провязали ее через петельку на крючке. Вот таким образом. Воздушная петелька, поворот и обратно возвращаемся вот по нашим 8 воздушным петелькам. Ныряем в каждую петельку и провязываем столбиком без накида. Раз. Следующий. 2. Следующий. Да, такая кропотливая ювелирная работа, но зато потом эффект будет очень красивый. 3. 4. 5. 6. 7. И 8. Вот, видите? Еще получается одна вот такая же получилась дуга у нас. И что мы делаем? Сразу же воздушная петелька. Точно так же повторяем, как у нас в нижнем ряду, да, воздушная петелька. Там, где столбик, мы провязываем не обычный вот так вот столбик, да, а мы, получается, делаем накид и захватываем столбик сзади наперед. Провязываем рельефный лицевой столбик удлиненный. Смотрите, вытянули ниточку и опять повторяйте. Одна петелька, 2, 2. Воздушная петелька. И опять у нас идут 5 столбиков. Мы провязываем точно так же 5 столбиков с накидом. Понятно? То есть вот пока повторяйте, когда узорчик немножко подрастет, будет очень видно, хорошо, заметно результат, все будет очень красиво. Договорились? Все, давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Итак, смотрите, вот такая первоначальная получается у нас красота. То есть вот такие вот по диагонали, да, получается полосочки. Вот мы сделали последнюю полосочку. И когда провязали последний столбик без накида, давайте мы вернемся вот в наш последний столбик, да, в верхушку. Вот так вот, видите, 2 петельки. Угу. Вытянули ниточку, сделали соединительную петельку. Оп, все, зафиксировали. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И теперь смотрите, мы, получается, должны будем провязать над столбиками столбики, над окошечками окошечки. То есть ничего сложного. Вот мы первый столбик, получается, 3 петельки подъема сделали. Далее идем во второй столбик и провязываем столбик с накидом. Обычный столбик с накидом. Раз. Следующий. 2. Следующий. 3. И следующий 4. Вместе с первыми, получается, петельками, вот этими 3 подъема, получается итого 5 столбиков. Далее воздушная петелька, потому что здесь тоже воздушная петелька. Так? Далее у нас шел рельефный лицевой столбик. С этой стороны будем его провязывать рельефным изнаночным столбиком. Смотрите, накид. Захватываем столбик наоборот. То есть столбик у нас будет за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем вначале точно так же одну петельку, потом 2, 2. То есть мы немножечко его удлиним, этот столбик, чтобы у нас не деформировался рисунок, узорчик наш. Опять воздушная петелька. И мы делаем воздушную петельку. Следующие, смотрите, 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Мы провязываем, за верхушки беремся и провязываем как 5 столбиков с накидом. То есть ряд вообще не сложный. Вы все повторяете, что у вас было провязано в предыдущем ряду, кроме вот этих вот диагоналей. Понятно, да? Все, и вот так вот продолжайте до конца ряда. Смотря какого длины у вас образец, да? Продолжайте до конца ряда. 5 столбиков, 2 окошечка, 5 столбиков, 2 окошечка, 5 столбиков, 2 окошечка. Так? И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Все, давайте, несложно, у вас получится. Итак, смотрите, несложно. Вот он, весь ряд провязан, да? Столбики, окошечки. Не забывайте, что рельефный, да? Вы вяжете здесь, получается, изнаночный и удлиненный столбик. Итак, смотрите. Я вот провязала 4 столбика. Раз, два, три, 4. И провязываю 5-й столбик. Провязываю его не полностью. Я хочу здесь опять сделать новую ниточку. Вам показать для контраста. А вы можете, повторюсь, сделать либо точно так же в цветном варианте, да, либо можете в одноцветном. Итак, 2 последние петельки провязываю новой ниточкой. Раз. Зафиксировала. Теперь смотрите, опять точно так же перевожу ниточку слева направо. Так. Перед рабочей ниточкой делаю воздушную петельку. Так буду фиксировать кончик. Угу. Ну, как один из вариантов. Теперь справа налево.
Опять, видите, крестик перед рабочей ниточкой. Сделала еще одну воздушную петельку. Вот мы сделали, получается, 3 воздушные петельки, поворот. И вот наши 4 столбика, мы провязываем их столбиками с накидом. И первые 3 петельки подъема, это получается 5 столбиков с накидом. То есть здесь ничего сложного. Так, провязали 5 столбиков. И будем делать опять же вот такую вот диагональную как бы линию, да, веревочку. Итак, 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворачиваем нам вязание, как нам удобно, да. И мы опять присоединяемся, смотрите, получается, на 2 ряда ниже, да. Вот наш зеленый первый, белый получается второй ряд. Опять к основанию вот белого получается столбика. Нырнули в основание, вытянули, получается, ниточку и сразу же ее провязали через петельку на крючке. Воздушная петелька, возвращаемся обратно по нашим вот этим 8 петелькам и провязываем, в моем случае, столбики без накида, в вашем случае, как вам будет удобно. Столбики с накидом, полустолбики и так далее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Вот наше вязание опять к нам развернулось. Воздушная петелька. Делаем точно так же окошечко. Вот наш рельефный столбик. Он здесь у нас, получается, будет лицевым. То есть мы сделали накид. Опять окружаем столбик сзади наперед. Столбик перед крючком в этом ряду. Вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом удлиненный. Воздушная петелька и опять наши 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот, видите? Вот такая вот у нас начнет появляться красота. Красота, красота. Опять 8 воздушных петелек и возвращаемся вот на 2 ряда вниз, да? Раз ряд, второй ряд, именно к основанию, да, столбика. Возвращаемся и провязываем точно такую же диагональную линию. Договорились? Давайте до конца ряда самостоятельно. Все то же самое, что вы провязывали вот именно с белыми диагональными линиями. А в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая вот уже вырисовывается потихонечку красота. И что мы делаем? Когда мы провязали вот последний, получается, столбик без накида, да, чтобы у нас здесь немножечко краешек не сильно болтался, предлагаю присоединить соединительной петлей к последнему, получается, столбику. Раз, и присоединили. Все, как бы зафиксировали. Далее 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И помним, да, что следующий ряд мы провязываем 5 столбиков, 2 окошечка, 5 столбиков, 2 окошечка и так далее, и так далее. Не забываем, что вот наш рельефный столбик мы будем провязывать рельефным изнаночным. Помните, да? Итак, 3 воздушные петельки, это первый столбик. Дальше во второй столбик мы провязываем второй столбик с накидом, в третий, третий, в четвертый, четвертый, в пятый, пятый, воздушная петелька, точно так же, как здесь повторяем, да? Далее рельефный столбик. Здесь у нас будет рельефный изнаночный. Еще раз, смотрите. Захватываем столбик таким образом, что столбик находится за крючком. Вытягиваем петельку и провязываем вначале одну петельку, 2, 2. Как бы вытянутый столбик. Понятно? Опять воздушная петелька, и мы делаем воздушную петельку. Далее 5 столбиков, и мы делаем, беремся за верхушки 5 столбиков и провязываем 5 столбиков. Понятно, да? Вот и все. Вот он весь ваш узорчик. Получается, состоит из 2 рядов. Вы провязываете одним цветом, 2, 3, можете остаточками, то есть как вам удобно. Опять же, ниточки берете совсем любые, тоненькие, средней толщины, толстые и так далее. Сейчас вы заканчиваете ряд, да? Столбики, окошечки, столбики, окошечки. А когда повернете вязание, вы можете опять поменять ниточку, можете той же самой ниточкой подержать. Опять будете провязывать вот такие вот диагонали. То есть 5 столбиков, 8 воздушных петелек и возвращаетесь обратно, их провязываете 8 столбиков без накида. Опять будете делать воздушную петельку, рельефный лицевой столбик, воздушная петелька, опять 5 столбиков,
8 воздушных петелек. Вернулись столбиками без накида. Все. Все. Вот это вот весь узорчик. Давайте провяжем сейчас до конца, поменяем ниточку, опять провяжем наши диагонали, столбики и так далее, и так далее. И увеличим наш образец на несколько рядочков. И встретимся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. В принципе, да, уже понятна суть, что у нас узорчик состоит из 2 рядочков, несложно. И смотрите, можно использовать разные ниточки, да, то есть можете использовать остаточки, то есть даже каждый ряд можете разными ниточками. Можете непосредственно использовать, например, один цвет, да, эти ниточки могут быть тоненькие для топика, могут быть толстые для ковра. Это может быть сумочка, это может быть маечка, это может быть шарфик, это может быть снудик, это может быть все что угодно. Смотрите, видите, как он тянется за счет воздушных петелек. Узорчик получается у нас односторонним, так? То есть получается у нас вся красота на лице. Вяжется, сами поняли, что несложно совсем. То есть буквально 2 рядочка повторяются. Итак, смотрите. Если набирали мы, получается, 45 воздушных петелек, это же пряжа, это же крючок, да, это же плотность вязания, то это получается вот 24 сантиметра. Так? А здесь получается у нас каждый цвет по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И тут один ряд получается 11. Итак, сколько же это будет? Это получается вот, ну, практически 10 сантиметров. 9 с хвостиком, возможно, да, 10 сантиметров. Вот так вот несложно, вот так вот интересно, вот вашу копилочку узорчиков, да. Жду ваших комментариев, куда можно данный узорчик использовать. Так? Опять же, вы же видите, что вы самостоятельно сможете сделать, получается, не 5 столбиков, да, можете сделать, можете 6, 8, 10, да, то есть удлинить вот эту вот, получается, диагональ, либо, наоборот, ее можете уменьшить, соответственно, уменьшайте, либо увеличивайте количество петелек. Все, несложно, красота, красота. Я жду ваши лайки, комментарии. Не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новинки. А также внизу под видео находится поделиться с друзьями, с подружками. Делитесь с друзьями и подружками. Заранее вам спасибо большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.